середине 70-х годов кризисное явление в мировой рок-музыкальной культуре с британских островов, где уже рушились и шли ко дну, казалось бы, незыблемые титаны местного рока, плавно переползли и на американский континент. Панк-рок неотвратимо завоевывал территории, некогда принадлежавшие классическому тяжелому року. Аншлаги в концертных залах все больше собирали полуобнаженные, смуглокожие красотки Дайана Росс и Донна Саммер, а тинейджеры вдохновенно отжигали на танцполе подвоздушную диско-музыку от Bee Gees. И если кто-то сейчас заявит, что в Северной Америке не было тогда титулованных команд масштаба Deep Purple или Led Zeppelin, о которых стоило бы горевать, то с той стороны океана нашли бы что ответить. Для американцев такие коллективы, как Jefferson Airplane и Iron Butterfly, весят не меньше, чем Deep Purple или Led Zeppelin для европейцев. Но сейчас речь не о тех и не о других. Grand Funk Railroad. Их история настолько показательна, настолько и поучительна. Кто, черт возьми, такие эти Grand Funk Railroad? Более того, почему мы должны вообще переживать о том, кто они? Это уместные вопросы для любого уважающего себя поклонника классического рока, достигшего хотя бы 5-летнего возраста. Что ж, поверьте мне, если я скажу вам, что на протяжении большей части начала 70-х Grand Funk были самой крутой рок-группой в мире. Забудьте о всяких Deep Purple, Led Zeppelin и Black Sabbath. Они запросто затмевали этих гигантов. Трудно поверить, что группа, которая когда-то распродававшая все билеты на концерты быстрее, чем Beatles, и которая даже была первой рок-группой в США, выпустившей 10 платиновых дисков подряд, теперь почти стерта из памяти. Их музыка отправлена в мусорные корзины истории. Мистер Симпсон! Сэр! Смените, пожалуйста, станцию! Это же Grand Funk Railroad. Вы, парни, знаете Grand Funk? Кто не знает группу Grand Funk? Марка Фаннера, верующий бас Мэла Шашера, отличного барабанщика Дона Брюера. О боже! Семена Grand Funk были посеяны в начале 60-х в Jazz Masters, барной группой, в которой участвовал Дон Брюер, барабанщик с дикой афро-прической, копной жестких вьющихся волос. Играя каверы на публику, группа оказалась в тупике, пока однажды ночью местный диджей Терри Найт не наткнулся на них при необычных обстоятельствах. Мой приятель поспорил со мной, что если я схожу посмотреть на мастеров джаза, они мне понравятся, вспоминал Найт. Я ненавидел местные группы больше всего на свете, но я пошел посмотреть на них и проиграл пари. Я понял, что они просто фантастические. Найт убедил группу, что он им нужен как вокалист и фронтмен, чтобы привести их к успеху. И Jazz Masters были переименованы в Terry and the Pack. Затем на работу был принят Марк Фернер. Группа добилась небольшого успеха в чартах с их интерпретацией слезливого стандарта «Я тот, у кого ничего нет». Но в сочетании слабых исполнительских качеств, продвижение группы и внутреннего конфликта привело к увольнению Найта. Группа переименовала себя The Pack и проголосовала за Фарнера как вокалиста и гитариста. В то время как Найт переехал в Нью-Йорк и сделал успешную карьеру в музыкальном бизнесе в качестве продюсера, The Pack стремительно шли на убыль. По настоянию Брюера группа решила обратиться за советом к своему бывшему вокалисту, но даже будучи в этом отчаянном положении, Фарнер все еще опасался. «Послушайте», — взмолился Брюер, — «мы все знаем, что у Терри Найта есть такие связи в музыкальном бизнесе. Я думаю, он мог бы дать нам хороший шанс, если бы поверил в нашу музыку». «Терри хамелеон», — ответил Фарнер. «Он дерьмо и мошенник. Я ему не доверяю, он воспользуется нами». Тем не менее, Брюер написал письмо с просьбой, и Найт согласился встретиться, чтобы узнать, чем занимается группа. Впечатленный неумолимой энергией Фарнера и Брюера, Найт посоветовал им вернуться в Мичиган и найти басиста, порепетировать с ним и написать несколько новых песен.
Но предупреждающие звонки должны были прозвенеть громко и отчетливо, когда Найт сказал им, что поможет им только при условии, что ему будет предоставлен полный контроль как менеджеру, продюсеру, пресс-секретарю и музыкальному наставнику. Группа вернулась домой и приступила к репетиции материала, состоящего в основном из старых номеров репертуара и некоторых кавер-версий. Вскоре они нашли себе басиста, когда наткнулись на старого школьного друга Фарнера Мэла Шатчера. Его группа Mysterians в 1966 году попала в чарты США со своим синглом 96 Tears. Too many teardrops for one heart to carry on. Шатчер ухватился за возможность сыграть с Фарнером и Брюером. Чтобы люди не подумали, что это просто возрожденная версия The Pack, потребовалось новое название группы. Название было придумано во время очередного мозгового штурма. У Терри была песня, которая обыгрывала название железнодорожной ветки The Grand Trunk Western Railroad, проходящий через город к одному из заводов. Терри заменил слово «транк» на «фанк», название музыкального стиля одной из составляющей музыки будущей группы. Название оказалось весьма удачным и даже обладало особым звучанием. В дальнейшем для краткости слово «railroad» стали опускать, так что группу часто называют просто Grand Funk. Впервые Grand Funk выступил на публике в марте 1969 года на бесплатном концерте под крышей ангара в местном аэропорту. Терри рассматривал этот концерт как обкатку новой группы. Это был удручающий провал, вспоминал впоследствии Терри. Публика была в состоянии такого безразличия, что мы немедленно стали менять поведение группы на сцене. Этот первый концерт позволил ребятам понять, что нужно делать, чтобы завести людей. И теперь практически все уже было готово для успеха. Терри взял кредит в $500 и арендовал студию для записи демонстрационной пленки. Затем группа арендовала фургон, на котором направилась в штат Джорджия на поп-фестиваль в Атланте. Первое же их выступление на фестивале привело 180 тысяч зрителей в неописуемый восторг. Им пришлось повторить свое выступление и в следующие 2 дня. Вряд ли Терри и сами музыканты ожидали такого триумфа. Но локомотив под названием Grand Funk Railroad взял старт, и ничто уже не могло его остановить. Слух о новой супергруппе начал расползаться по США, привлекая толпы фанатов на другие фестивали. Феномен заключался в том, что это была супергруппа, составленная из практически неизвестных музыкантов, и в том, что популярность они завоевали вопреки противодействию критиков и шоу-бизнеса. Это была поистине народная группа, добившаяся успеха одними только выступлениями на рок-фестивалях. Фирма звукозаписи, на которой выходили альбомы группы The Pack, в свое время была поглощена компанией Capitol Records. Таким образом, Терри с новой группой как бы автоматически перешли под крыло этой компании. Видя ошеломляющий успех группы, представители Capitol поспешили заключить контракт с Grand Funk и выпустить первый диск, пока интерес публики не ослаб. Первый альбом, названный On Time, был записан всего за 3 дня и вышел в августе 1969-го. В него вошли песни, уже имевшие успех на фестивале в Атланте. После этого альбома многие критики со злорадством отмечали, что композиции группы слишком примитивны, но они сильно ошибались. На первый взгляд, такое впечатление может создаться у тех, кто слушал до этого Beatles или Led Zeppelin. Музыка группы кажется монотонной и примитивной. Но потом у этой музыки обнаруживается загадочное свойство очаровывать слушателя и не отпускать его, заставляя слушать альбом еще и еще. Критики, привыкшие разлагать игру музыкантов на составные части и затем чисто умозрительно их анализировать, были не способны понять истинные причины успеха. Критика начинает придумывать разные теории на эту тему, главная из которых гласит, что успех Grand Funk – это просто результат рекламного трюка и предрекает скорый закат группы. Тем временем, к концу 1969 года оставшиеся песни выпускаются в виде второго альбома, который назван просто Grand Funk. Часто из-за его оформления этот альбом также называют «красным». Этот альбом вызвал особый восторг у молодежи своим бескомпромиссным тяжелым роком на блюзовой основе.
В американских чартах он поднимается на 11 место. Большинство слушателей узнали о Grand Funk именно из этого альбома, и только после него обратили внимание на On Time. Через полгода Grand Funk становится золотым, а в октябре 70-го золотым становится и On Time. В 1969 году Grand Funk выступает в качестве разогревающей группы на концерте Led Zeppelin на стадионе Олимпия в Детройте. Публика не отпускает группу, и менеджер Цеппелинов вынужден просто выключить аппаратуру. Терри позже вспоминал, что Питер Грант, менеджер Цеппелинов, бывший борец, на голову выше, чем Терри, схватил его за шкирку, приподнял над землей и, глядя прямо в глаза, медленно сказал: «Немедленно убирай группу со сцены, или я не знаю, что с тобой сделаю». Однако все кончается тем, что публика покидает зал во время выступления Led Zeppelin, и к концу концерта они выступают перед полупустым залом. Те, кто был на этом концерте, говорят, что после мощи Grand Funk Led Zeppelin производили впечатление довольно посредственной группы. Терри часто критиковали за то, что он рекламирует Grand Funk как товар. Сейчас такой подход является общепринятым, но тогда это выглядело необычно. Рок скорее был богемным, чем коммерческим. К примеру, так как радиостанции отказывались включить композиции группы в свои программы, Терри просто покупал рекламное время. В 1970 году он убедил Capitol арендовать самый большой рекламный щит в мире на Таймс-сквер в Нью-Йорке для рекламы группы. И все это стоило Capitol около $100 000. Но из-за забастовки обслуживающего персонала гигантский плакат провисел около 3 месяцев вместо арендованного 1. После этого практически вся Америка знала группу в лицо. Как бы отвечая на упреки критики и примитивности их музыки, в 1970 году группа выпускает менее тяжелый и более технически совершенный альбом «Ближе к дому», заглавная песня с которой посвящена молодым ребятам, воюющим во Вьетнаме и мечтающих о возвращении домой. Плакат на Таймс-сквер как раз и был сделан для раскрутки этого альбома. Первые свои альбомы Grand Funk записывал без особых ухищрений и исправлений, то есть как получилось, с первого раза. Это позволило Терри экономить деньги, но также создавать особый живой звук на ранних альбомах. В этом смысле Closer to Home был более совершенным, над ним больше работали в студии. Этот альбом достигает 6-го места в чартах США и немедленно становится золотым. I'm your captain, though I'm feeling mighty sick. Следующий, первый двойной концертный альбом Live, был записан на рок-фестивале в Атланте в 1970 году. У фанатов группы этот альбом ценится за то, что передает ту неповторимую атмосферу, которая всегда царила на концертах Grand Funk. Популярность группы продолжает быстро расти, билеты на концерты продаются с невиданной доселе быстротой. Например, 43 000 билетов на 2 концерта в Мэдисон Сквер Гарден в Нью-Йорке было распродано всего за 2 часа. В 1971 году билеты на шоу группы на стадионе Ши, вмещающем 50 000 зрителей, продаются за 72 часа, превзойдя таким образом рекорд, установленный ранее Beatles, которым потребовалась для этого неделя. В 1971 году выходит альбом Survival, который в первый же день продаж был реализован в количестве более 1 миллиона экземпляров, то есть стал золотым в первый же день. Этот альбом отличался от остальных более спокойной и рафинированной музыкой и более профессиональной студийной работой. В ноябре того же года был выпущен «Фанк для всех» с конвертом, имеющим форму серебряной монеты с профилями музыкантов. Это был уже типично тяжелый рок, но в нем затрагивались социально значимые темы, такие как война во Вьетнаме, экология и перенаселение. Этот альбом очень скоро стал золотым и продержался в чартах 30 недель. Grand Funk отправляется в турне по Европе завоевывать новых поклонников. Тур начинается бесплатным концертом в Гайд-парке в Лондоне, на котором присутствовало около 100 000 зрителей. Билеты распродаются задолго до приезда группы. В Мюнхене даже начинаются беспорядки, когда отцы города решают отменить концерт. Европейские критики, разумеется, отзываются о Grand Funk с нескрываемым сарказмом.
Однако это еще больше подогревает интерес молодежи к группе. В 1972 году альбом «Фанк для всех» выходит на 5-е место в чартах. Однако назревают неприятные события. Марк, Дон и Мел решили разорвать свои отношения с Терри и взяли в качестве советника Джона Истмана, шурина Пола Маккартни, а в качестве менеджера Энди Кавальера. Что послужило причиной разлада, трудно сказать. Есть разные версии. Одни говорят, что критика достала ребят, и они были недовольны методами Терри. Другие, включая Мела, Дона и Марка, считают, что Терри присваивал все заработанные деньги себе под разными предлогами. Мы были наивными детьми, и он делал с нами все, что хотел. Он имел все, а мы ничего, объяснял позже Дон. Судебные разборки продолжались большую часть 1972 и 1973 годов и не давали группе нормально работать. Кроме всего прочего, Терри претендовал даже на название группы. Чтобы выполнить оставшиеся обязательства перед фирмой Capitol, в контракте с Терри они обязаны были выпустить еще 2 альбома. В апреле 1972 года группа выпускает двойной альбом хитов «Mark, Don and Mel», который через 2 месяца становится золотым. После разрыва с Терри к группе присоединился органист Крэг Фрост, который ранее играл с Марком и Доном. Как объяснял Марк, органист был необходим для создания более совершенного наполненного звука. Многие поспешили похоронить группу, считая, что без Терри они ничего не стоят. И Grand Funk пришлось все начинать сначала, вновь доказывать свою состоятельность. Новый альбом, который они выпустили к концу 1972 года, символично назывался «Феникс». Группа как бы возрождалась из пепла. В этом альбоме Grand Funk приобрел новое необычное звучание благодаря наличию органа и электроскрипки. Для продвижения альбома группа начинает турне из 40 концертов. Новый стиль поведения Grand Funk на сцене и в музыке вызывает недоумение у зрителей, ставших несколько старше и сидевших тихо и спокойно, наблюдая этот спектакль и не понимая, что же такого они нашли в этой группе. Но на втором концерте в том же зале зал постепенно раскачивается, и когда концерт достигает кульминации, рукоплещет группе стоя и требует ее на бис. Группа поистине восстает из пепла. С каждым концертом ее популярность возрождается невиданными темпами. Альбом «Феникс» выходит на 7-е место в чартах и, как и все предыдущие, через месяц становится золотым. То, что альбом был хорошо принят поклонниками, дало уверенность музыкантам в том, что они могут успешно работать и без Терри. Разрыв с ним, однако, не оставался без последствий. Терри утверждал, что группа осталась ему должна $1 миллион и всячески мешал работе. Он требует аппаратуру в качестве компенсации, судится с телесетью, собиравшейся снять выступление Grand Funk, и даже пытается сорвать рождественский концерт, все деньги от которого должны были пойти на благотворительные цели. Днем во время репетиции он врывается на сцену вместе с помощником шерифа и требует аппаратуру назад немедленно, ссылаясь на решение суда. В конце концов, адвокаты договорились, что группе будет позволено выступить, а аппаратуру арестуют после концерта. Просто все, в том числе и шериф, боялись беспорядков в случае отмены концерта. Следующий альбом «Мы, американская группа» стал одним из самых известных. Он имел конверт золотистого цвета, и первое издание имело пластинку, сделанную из такого же цвета винила, как напоминание о беспрецедентной в истории рока серии золотых альбомов. И, естественно, стал еще одним золотым альбомом группы и достиг 2-го места в чартах. Дон Брюер принял активное участие в написании композиций, и его голос, не говоря уже о мощных ударных инструментах, превалирует в них. Титульная песня с этого альбома, ставшая, пожалуй, самой известной песней группы, стала гимном Grand Funk Railroad, а за самой группой закрепилось прозвище The American Band. Лого, указующий перст, с обложки альбома становится эмблемой группы. Критики, раньше нещадно критиковавшие Grand Funk, теперь отмечают заметно возросший профессионализм,
Прекрасное звучание и возросшее качество песен. Вообще-то Grand Funk профессионально играли всегда, как никакая другая группа. Просто новый стиль поведения на сцене и в самой музыке сделал их творчество более доступным для понимания критиков. Группа, пугавшая поначалу своим обликом и музыкой, музыкальный истеблишмент в действительности оказалась одной из самых добропорядочных в мире рока, проповедовавший простые жизненные ценности и американскую мечту. В начале 1974 года в течение 1 часа записывается сингл «The Locomotion», который становится вторым хитом группы, возглавившим общенациональный хит-парад. Продюсером этого сингла, как и предыдущего альбома, был Тодд Рундгрен. Он же стал продюсером следующего альбома, выпущенного в марте и поднявшегося на 5-е место. Альбом обладал единственным в своем роде дизайном. Конверт был оформлен в психоделическом стиле, и к нему прилагалось специальные очки, позволявшие видеть трехмерное изображение музыкантов. Как и все выпущенные до этого альбома, он стал золотым. В этом же году выходит альбом «Остерегайтесь всех девушек в мире». Джимми Леннер, будучи продюсером, делает сильный крен в сторону поп-музыки. Это отталкивает многих фанатов группы. Тем не менее, альбом по инерции становится золотым. Это, увы, был последний золотой альбом группы. Эксперимент с поп-музыкой оказался неудачным. К примеру, песня «Нечто замечательное» была впервые записана в 1967 году американской группой Soul Brothers 6 и достигла 91 места в чартах. Зачем же Grand Funk записали соул-песню? По воспоминаниям Дона Брюера. Все мы выросли во Флинте, штат Мичиган. Мы слушали радиостанцию WAMM. Это была такая черная радиостанция во Флинте. Так что мы выросли на R&B, госпелах и музыке соул. И по нашему радио все время крутили Soul Brothers 6 с этой песней. Когда мы ездили по стране, я иногда начинал напевать ее, сидя на заднем сиденье, а остальные подключались, и получалось как бы пение акапелла. И наш менеджер сказал: «Хорошая песня, почему бы вам ее не записать?» Но пока все билеты на концерты группы в США, Европе и Японии распродавались полностью. В августе 1975 года издается двойной концертный альбом «Пойман с поличным». Однако предыдущий отвратил у многих поклонников, и новый концертный альбом, невзирая на все его достоинства, не был продан в ожидаемом объеме и стал первым альбомом, не ставшим золотым. Было очевидно, что популярность группы падает. Понимая это, фирма Capitol старается закончить свои отношения с Grand Funk, а ребята, также уставшие от музыкального марафона в 12 альбомов за 5 лет, хотят взять тайм-аут и обдумать заново свои творческие планы. Но чтобы выполнить контракт с фирмой, нужен еще один альбом. По всему видно, что очередной альбом «Рожденный умереть» записан без особого энтузиазма, лишь бы закончить отношения с Capitol, компанией, на которой были записаны все предыдущие альбомы. Многозначительный дизайн альбома, на конверте которого были изображены музыканты, лежащие в гробах, вызвал неприятные предчувствия у многочисленных поклонников, что этот альбом может стать последним. Заглавная песня с альбома была посвящена кузену Марка, который недавно погиб, катаясь на мотоцикле. В то время символе свободы в Америке. Пронесся слух, что группа распалась. И действительно, на одной из репетиций Дон сказал, что он устал от такой жизни и не видит дальнейших перспектив. И вообще он хочет учиться и приобрести специальность, чтобы в дальнейшем иметь более стабильный источник заработка. Тем не менее, ребята решили сделать еще одну попытку. Grand Funk трудно было удержать популярность, в то время, когда набирало силу течение диска. В
попытке найти новый, более привлекательный стиль исполнения, Grand Funk приглашает Фрэнка Заппу продюсировать новый альбом, записанный на собственной студии и изданный компанией MCA Records. Он также имел многозначительное название «Хорошо пою, хорошо играю». Этот альбом считается у поклонников группы одним из лучших. Но времена уже изменились. Рок вышел из моды, и альбом не получил промоушена со стороны студии, да и группа, будучи на грани распада, не стала раскручивать его организацией концертного тура. А в результате он совершенно незаслуженно так и не стал золотым. После этого альбома группа решила уйти, находясь на вершине славы. После распада в 1976 году Марк Фарнер организовал Mark Farner Band, выпустив песни, которые были приготовлены им для следующего, так и не записанного альбома Grand Funk Railroad. Другие участники продолжали выступать под названием Flint. С годами у Фарнера усиливались религиозные убеждения, которые чувствовалось во многих песнях Grand Funk. В 1981 году Grand Funk сделал попытку вернуться, выпустив альбом Grand Funk Lives, а затем в 1983-м What's Funk. Альбом Grand Funk Lives, несмотря на благоприятные отзывы в прессе, не вошел даже в 100 лучших альбомов, а What's Funk вообще не вошел в чарты. Мел считает, что причиной провала первого воссоединения было его отсутствие в составе группы. Grand Funk — это Марк, Дон и Мел. И отсутствие хотя бы одной из этих составляющих нарушает всю магию группы. На самом деле причиной было отсутствие новых музыкальных идей. После 1976 года и по сей день Grand Funk не смогли предложить ничего такого, чтобы могло вызвать интерес у публики. И вот по прошествии 13 лет Grand Funk к радости своих поклонников объединились в 1996 году в первоначальном составе, дав первый концерт в Детройте и начав длительные гастроли по США, которые закончились в 1998. В октябре 1997 года Capitol выпускает без согласия и контракта с музыкантами двойной концертный CD, восторженно принятый поклонниками группы. Этот альбом был записан на концерте, все сборы от которого должны были пойти в фонд помощи народу Боснии, и отличался необычайно хорошим звучанием, а игра музыкантов достигла верха совершенства. Однако голос Фарнера уже не тот, что был в 70-е. К сожалению, в конце 1998 года группа распадается вновь, так и не выпустив альбом с новыми песнями. Поводом для распада были обвинения Фарнера, Мела и Дона в разных грехах. На самом деле Марк настолько увлекся религией, что ему было тяжело исполнять песни группы, многие из которых никак нельзя было назвать религиозными. Кроме того, Дон считал, что Марк со своими религиозными причудами и проповедями заходит слишком далеко. В новом тысячелетии группа была возрождена в 4-й раз. Марк отказался от дальнейших выступлений, поэтому на его место приняли певца Макса Карла и гитариста Брюса Кулика, знаменитого тем, что 12 лет он играл в группе Kiss. Из оригинального состава ныне в группе играют Брюер и Шатчер. 30 октября 2012 года Фарнеру сделали операцию по вживлению кардиостимулятора. По воспоминаниям Фарнера, мы были настоящей народной группой. Заработали популярность исключительно нашими песнями, которые были настолько созвучны настроением американской молодежи, что она сразу с первого выступления приняла нас. Тогда вовсю шла Вьетнамская война, которая никому, кроме Пентагона, не была нужна, за что гибли тысячи наших парней на другом краю земли. Всем уже было ясно, что война проиграна, но эти гады из правительства все посылали и посылали на смерть молодых ребят. Власть не хотела мира,
потому что война приносит огромные деньги корпорациям, и войну надо было остановить любой ценой. Музыка может изменить мир. Я был в этом убежден и тогда, и сейчас. Вопрос, какая музыка? Ситуация радикально поменялась за эти годы. Музыка больше не находится в руках артистов, ее контролируют корпорации. Во времена моей молодости радио было главным проводником новых музыкальных идей. В них был и смысл, и содержание. То, что сейчас звучит из радиоприемников и телевизоров, не несет даже капли здравого смысла. Это полное безумие. Все СМИ под контролем этих корпораций. Все, что мы видим и слышим, принадлежит им. Они могут говорить любую ложь, и им верят те, у кого нет альтернативных источников информации. Если я напишу песню, допустим, с революционным содержанием, она никогда не выйдет в эфир. Власть не хочет, чтобы народ увлекался подобными идеями. Они пытаются нами манипулировать и фильтровать любую информацию. Вы не услышите по радио в Америке ту же нашу «People, let's stop the war». Только по интернет-радио можно услышать такие песни. Настоящая музыка только там и может выжить сегодня. Безусловно, в мире есть хорошие люди, и их большинство. Но они не у власти. Они связаны теми же долгами, что ты и я. У нас уже сознание вечного должника. А я хочу видеть всех людей свободными. Люди всегда стремятся к традиционным ценностям. Это и несет наша музыка. Я считаю, что нас всех пытаются загнать в очень ограниченное пространство. Оно становится все меньше и меньше. И музыка, настоящая музыка, позволяет вырваться из этого пространства. Мы все равно донесем до людей то, что хотим, потому что любовь нельзя убить, а наша музыка – это музыка любви. Поэтому она и жива до сих пор.